Поверхность Луны испещрена тысячами кратеров. Значительная их часть образовалась в результате падения метеоритов. Некоторые можно наблюдать даже в любительский телескоп. Это общеизвестные факты. Но при этом далеко не все знают, что на Земле тоже немало подобных образований. И крупнейшие из них называют астроблемами. Этот термин относится к ударным кратерам на поверхности нашей планеты диаметром более 2 километров. На данный момент их насчитывается около 200, и ежегодно ученым удается выявить несколько новых. В этом видео я расскажу о самом большом ударном кратере на Земле. Покажу, где именно упал метеорит, из-за которого вымерли динозавры. Вы узнаете, почему африканский Йоханнесбург обязан своим появлением астероиду и какого размера должно быть небесное тело, способное стереть человечество с лица Земли. Облик нашей планеты со временем меняется. Этому способствуют как внутренние процессы, так и влияние извне. Например, падение метеоритов. Но даже крупнейшие из них оставляют шрамы, которые со временем затягиваются. Так, метеоритные кратеры исчезают из-за эрозии и тектонических плит, особенно короткий срок у тех, которые находятся на морском дне. Но все же есть такие, следы которых сохранились даже спустя миллиарды лет. Да, в это сложно поверить, но по оценкам ученых, кратер Вредефорд-Вьюар имеет возраст более 2 миллиардов лет. Он же является официальным рекордсменом по размеру. Его первоначальный диаметр составлял порядка 300 километров. Это самое большое образование на Земле, вызванное контактом планеты с иными космическими телами. По современным оценкам, диаметр стероида, который нанес такие масштабные разрушения, мог составлять от 10 до 15 километров. Но планета устояла. Также Вредефорд является одним из немногих мультикольцевых ударных кратеров, сохранившихся на Земле. Такие образования встречаются чаще в других частях Солнечной системы. Например, кратер Вальхалла на Каллисто, спутники Юпитера. Оценить масштабы кратера Вредефорд на местности невозможно, он слишком огромен. Лишь снимки со спутника позволяют обозначить его масштабы, и то на них видно лишь его центральную часть. Остальное уже разрушено природой. Что примечательно, золото Южной Африки сохранилось в виде рудных месторождений, исключительно благодаря прилетевшему из глубин космоса астероиду. Он исказил современные геологические структуры. Благодаря этому появился один из крупнейших и знаковых городов Африки – Йоханнесбург. В 1886 году австралийский золотоискатель Харрисон нашел золото на территории поместья Ланглахте. Последовавший за этим поток золотоискателей в данный район Южной Африки и его хаотичная застройка заставили власти страны принять решение о строительстве города. Говоря о самом большом кратере на нашей планете, нельзя не упомянуть землю Уилкса. Там расположено геологическое образование под ледяным щитом Антарктиды. По данным радиолокации, это огромная кольцевая структура, самая большая на нашей планете. Диаметр предполагаемого кратера оценивают в 500 километров. Но поскольку структура находится под антарктическим ледяным щитом, прямые ее наблюдения пока невозможны. Поэтому нет 100% уверенности, что речь в данном случае идет именно об ударном кратере, и этот вопрос требует подтверждения. Но что касается Вредефорда, то у ученых нет сомнений в способе его формирования, и в 2005 году он добавлен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО за его геологический интерес. Ну а сейчас перейдем к кратеру, масштабы которого возможно оценить с поверхности Земли.
Это Аризонский кратер, также известный как кратер Барринджера. Его можно без особого преувеличения назвать настоящей звездой. Он нередко появлялся в документальных фильмах, в частности, засветился на канале Discovery. Но нам он интересен в первую очередь тем, что единственный из достаточно крупных сохранил свой почти первозданный вид. Чашу диаметром более километра и глубиной почти 230 метров образовал всего лишь 50-метровый метеорит. Взрыв от падения был сопоставим со взрывом 8000 атомных бомб, аналогичных сброшенных на Хиросиму. Это произошло примерно 50 тысяч лет назад. В настоящее время Аризонский кратер – одна из главных достопримечательностей штата, которую ежедневно посещает большое количество туристов. По степени известности конкуренцию Аризонскому кратеру может составить Чикшулуп. Он находится на мексиканском полуострове Юкатан. Его первоначальный диаметр составлял около 180 километров. Такой след оставил 10-километровый астероид. Но время берет свое, и сейчас не просто обнаружить следы этого древнего кратера. По мнению ученых, Чикшулуп появился около 66 миллионов лет назад, на закате мелового периода. Но есть кое-что, что делает этот кратер по-настоящему особенным. Возможно, он связан с гибелью динозавров. Чикшулуп обнаружили только в конце 1970-х годов, причем произошло это случайно, в рамках проведения аэромагнитных тестов над Мексиканским заливом для определения вероятных месторождений нефти. Вскоре физик Луис Альварес вместе с сыном Уолтером предположил, что падение огромного астероида, после которого остался Чикшулуп, причина вымирания динозавров. Выдвинуть эту гипотезу позволило примерное совпадение по времени столкновения небесного тела с Землей и массовой гибели живых существ на границе двух эр – мезозойской и кайнозойской. Сегодня гипотеза Альваресов считается основной. Рассказ о самых необычных кратерах был бы не полон без Маникуагана. Это ударный кратер, расположенный в центральной части провинции Квебек, Канада. Он один из самых узнаваемых, так как с высоты выглядит просто потрясающе. В результате столкновения с астероидом диаметром 5 километров образовалась 100-километровая котловина, видимая часть которой под воздействием эрозии и отложения осадочных пород к настоящему времени уменьшилась до 70 километров. Все это хорошо визуализирует Маникуаганское водохранилище, представляющее собой огромное кольцообразное озеро, в центре которого находится остров Ренеле-Вассер, на котором расположена гора Вавилон, которая и является центральным пиком кратера. Это невероятно красивое место позволяет почувствовать всю силу и масштабность когда-то произошедшей здесь катастрофы, а природные пейзажи просто завораживают. Но небесное тело каких размеров может стать роковым для человечества? На этот вопрос пытались ответить еще в 1997 году ученый-геолог из Колорадского университета Брайан Тун и его коллеги. Они просчитали, что аналог метеорита, который уничтожил динозавров, а это около 10 километров в диаметре, погубит миллиарды людей. А те, кому удастся выжить после взрыва, будут умирать от голода на протяжении следующих лет. В то же время ученые не сомневаются, что некоторому количеству людей удалось бы пережить катастрофу. И, наконец, на вопрос, какого же размера должен быть астероид, чтобы уничтожить человечество, Брайан Тун ответил, что потребуется метеорита диаметром 90 километров. «Это точно сожжет всех», — сказал он. Но хорошо, что о столкновении Земли с небесными телами таких размеров науке еще неизвестно, а метеориты
порождающие кратер шириной более 20 километров, падают лишь несколько раз в миллион лет. Ученые продолжают находить все новые и новые ударные кратеры, которые поэтично называют звездными шрамами на теле Земли. А значит, нас ждет немало удивительных открытий. На этом все, друзья. Делитесь роликом, если вам понравилась эта тема. Это поможет продвинуть видео. До скорого!